Приветствую вас на канале NeExpert. Данное видео поможет тем, кто любит проводить время в играх на смартфоне. Чтобы это был приятный, а не изнуряющий отдых, аппарат должен обладать определенными характеристиками. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и приятного просмотра. Итак, я собрал 5 игровых смартфонов, заслуживающих ваше внимание. В рейтинге есть и 30-тысячные модели, и те, которые стоят больше 100 тысяч рублей. В топ попали смартфоны, которые пользуются высокой популярностью среди россиян. Найти такие гаджеты помог сервис WordStat. Он показывает количество поисковых запросов определенной модели. Я начну свой рассказ от меньшей к большей цене за телефон, упомяну все важные параметры, такие как процессор, аккумулятор, количество памяти. Не забуду про минусы и плюсы каждого аппарата, поэтому каждый из вас найдет для себя идеальный вариант. Пятое место. Poco X6 Pro 5G. Открывает рейтинг смартфон от компании Xiaomi. За конфигурацию с 12 гигами ОЗУ и 512 гигабайтами накопителя просят 37 тысяч рублей. Если найдете еще дешевле, берите сразу, даже если нужен телефон для других целей. Можно взять, кстати, и на 256 гигабайт физической памяти. Дисплей AMOLED 6,67 дюйма 2712 на 1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Максимально подходящий для игр. Картинка детальная, плавная и яркая даже на солнце. Еще в дисплее установлен сканер отпечатков пальцев. Работает исправно, но с защитным стеклом может некорректно распознавать палец. Корпус в стиле под кожу, к сожалению, пластиковый, зато доступны не только черный и серый цвета, но и яркая желтая задняя крышка. В руке лежит удобно. В комплекте с телефоном не только кабель, блок питания на 67 Вт, а еще и силиконовый чехол, а также защитная пленка. Пользоваться без чехла не советую, заляпывается моментально. Кстати, по поводу питания. Батарея у него типичная 5000 мАч. За час игры в Call of Duty ушло 18%. В среднем, по словам людей, активной работы экрана хватает на примерно 10 часов. Комплектным блоком полностью заряжается за 50 минут. Внутри стоит 4-нанометровый процессор MTK Dimensity 8300 Ultra с графическим ускорителем Mail G615 MC6. В Antutu набирает аж 1 350 000 баллов, тянет абсолютно все на высоких настройках графики, Call of Duty и танки около 60 FPS, Genshin Impact 40 FPS. Чрезмерного нагрева корпуса пользователи не отметили. В общем, производительности хватает с головой на все задачи. По камерам. Основная 64 мегапикселя с оптической стабилизацией, ультраширик 8 мегапикселей, макро 2 мегапикселя. Видео пишет максимум в 4К 30 кадров в секунду. Фронтальная камера 16 мегапикселей, видео в разрешении 1920 на 1080p 60 кадров в секунду. Снимает хорошо, но этот смартфон не про камеры, а про железо. Кроме всех плюшек, добавили еще и стереозвучание. По отзывам, динамики играют объемно и громко. Из дополнительных возможностей есть и разблокировка по лицу. Плюсы. Цена за эти характеристики просто супер. Высокая производительность. Аккумулятор. Яркий и качественный экран. Поддержка NFC и 5G. Минусы. Проблемы с датчиком приближения. Могут возникнуть трудности при разговоре. На 4-м месте сегодняшнего рейтинга Realme GT3. Это самый непопулярный смартфон рейтинга, но достойный освещения. Цена 44 тысячи рублей за, внимание, 16 гигабайт оперативной и 1024 гигабайта встроенной памяти. Этого не то чтобы хватит на все, этого хватит на все лет через 5. Крышка из стекла и, главное, не заляпывается. Продается в белом, черном и фиолетовом цвете. Пользоваться аппаратом комфортно. Еще одна фишка – подсветка процессора любым цветом. Телефон выглядит необычно, но красиво. Дисплей, как и у всех моделей типа AMOLED, диагональ 6,74, разрешение 2772 на 1240, а частота обновления нетипичная 144 Гц. Хотя очень мало приложений, которые поддерживают столько Гц, а это значит, что 90% времени будет 60 и 120 Гц. В экран встроен сканер отпечатков пальцев, в целом у дисплея нареканий нет.
Емкость аккумулятора 4600 мАч. На один день использования хватает. Следующая и самая крутая фишка: в комплекте блок на 240 Вт. Им, по словам пользователей, с 0 до 100% телефон заряжается примерно за 13 минут. Причем нагревается не критично, до 35 градусов. В играх для сравнения нагревается больше, примерно до 40-50 градусов. Железо тоже хорошее: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 4 нанометра, графический ускоритель Adreno 730. Флагманский процессор в Antutu набирает примерно как и предыдущий. Тянет все и на высоких настройках графики. Играть комфортно. Тротлинг спустя 20 минут около 20-25%. Основной модуль камеры на 50 мегапикселей, сверхширик 8, макрообъектив 2 мегапикселя. Есть цифровой зум на 20х, видео пишет 4К, фронтальная на 16 мегапикселей, видео в 1920 на 1080p. Опять же, камеры среднего уровня, но это и не камерафон. Преимущества данного смартфона: уникальная внешность, высокая производительность, супермощная быстрая зарядка, качественный дисплей и NFC. Недостатки: нет влага- и пылезащиты, нет беспроводной зарядки, камеры не супер, но они нам и не нужны. Третье место. Xiaomi 13T Pro. Когда речь о Xiaomi, мысль сразу о соотношении цены-качества, поэтому сразу о стоимости. За 12 гигабайт оперативки и 256 гигабайт встроенной памяти придется отдать 60 тысяч рублей. За эти деньги дают симпатичный стеклянный корпус, а в коробке помимо чехла и шнура блок зарядки на 120 Вт. Это меньше, чем у предыдущей модели, но по отзывам до 100% заряжается примерно за 27 минут. По экрану ничего нового: 6,67, типа AMOLED, 2712 на 1220p, частота обновления 144 Гц, высокое разрешение, цвета естественные, яркости хватает. Еще в дисплей встроен сканер отпечатков пальцев, который также работает исправно. Процессор поставили один из лучших на рынке: 4-нанометровый MediaTek Dimensity 9200+. В Antutu выдает около 1,5 миллиона попугаев. В Genshin Impact на максимальных настройках графики можно играть со стабильными 50-60 FPS. Но некоторые пользователи жаловались, что телефон нагревается до 50 градусов, не задействуя тротлинг, то есть FPS не снижаются, а телефон греется. Батарея в 5000 мАч выдает среднюю автономность. В играх уходит около 25% заряда на высокой яркости. Этого хватает для повседневного использования. Основная камера на 50 мегапикселей с оптическим стабом. Телевик тоже 50 мегапикселей. 2х оптический зум. Ультраширик 12 мегапикселей. Видео 8К 24 кадра в секунду. Фронтальная камера 20 мегапикселей. Видео 1920 на 1080p. Фотовозможностей этого смартфона хватит для всех повседневных и не только задач. Завезли стереозвук, распознавание лица, NFC и защиту от влаги и пыли IP68. Итак, плюс данного телефона: производительность, дисплей, IP68. Минус – это цена, она не самая вкусная за такие характеристики. На втором месте нашего рейтинга OnePlus 12. Стоит такое счастье 87 тысяч рублей за те же 12,256 гигабайт. Корпус сделан из алюминия и стекла. В руке лежит крайне удобно. У дисплея есть своя особенность. Разрешение 3168 на 1440 пикселей. Это самая большая цифра в рейтинге. В остальном, как у всех, 6,82 дюйма, AMOLED, 120 Гц. Цвета натуральные, яркий и качественный экран. В него, кстати, встроен сканер отпечатков пальцев. Все работает исправно. Важный момент: в конце января появились статьи о том, что данный смартфон заблокируют в России. Также на рынке многие продают китайские версии. Перед покупкой обязательно проверьте эти моменты. Установленный флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с графическим ускорителем Adreno 750 в Antutu выдает больше, чем Xiaomi 13T Pro, до 2 миллионов попугаев. Естественно, этого с головой хватит и на простые задачи, и на всевозможные игры. По автономности: емкость батареи 5400 мАч. Этого хватает на 2 дня обычного использования. Конечно, когда играешь в игры, разряжается она много быстрее, но экранного времени по отзывам выдал около 13 часов.
Камеры. Основная 50 мегапикселей с оптическим стабом, видео пишет в 8К, ультраширик 48 мегапикселей, телевик 60 мегапикселей с трехкратным оптическим увеличением. Фронтальная камера на 32 мегапикселя. Качество фото и видео, по словам пользователей, одно из лучших на рынке. Плюсы. Производительность, батарея, камеры и экран. Минусы. Влагозащита в нем хуже, чем у прошлой модели. Могут возникнуть проблемы с блокировкой смартфона. И мы добрались до первого места. Здесь располагается Samsung Galaxy S24 Ultra. Наконец, переходим к тяжелой артиллерии. Просят 106 тысяч за 12 гигов ОЗУ и 256 гигабайт физической памяти. Это минимальная цена. Большинство розничных магазинов просят около 130 тысяч рублей. Корпус выполнен из титана в совокупности со стеклом. Доступны серый, черный, фиолетовый и желтый цвет. Смотрится необычно и привлекательно. А вот эргономика для каждого своя. Кому-то нравится, а кому-то прямые углы неудобно держать в руке. Диагональ 6,8, экран по-прежнему AMOLED, разрешение 3120 на 1440p, 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев тоже под экраном. Все супер. Внутри такое же железо, как и у OnePlus, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. По цифрам 1 800 000 попугаев. Уже понятно, что тянет он все и на максимальных настройках. Тротлинг небольшой есть, чтобы не было такого сильного нагрева, как у Xiaomi 13T Pro. Основной модуль камеры на 200 мегапикселей, ультраширик 12 мегапикселей, 3х телевик 10 мегапикселей, 5х телевик 50 мегапикселей. Тут и рассказывать нечего, флагманские камеры и фото, и видео на высшем уровне. Аккумулятор 5000 мАч, за час игры уходит около 29%. В комплекте нет блока питания, но вообще телефон поддерживает 45-ваттную зарядку по проводу. Плюсы. Высокая производительность, хорошие камеры, симпатичный дизайн, качественный дисплей и прикольные фишки операционной системы. Из минусов можно сказать о стоимости, все-таки за бренд переплата есть. Если бюджет не ограничен, хочется смартфон не только для игр, но и чтобы камера приличная и покупка на долгие годы, берите iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Для игр, конечно, больше подходит версия Max. На большом экране играть комфортнее. Долго рассказывать о нем не буду, кратко пробегу по характеристикам. Цена. За 8 гигов оперативки, что равняется 16 гигам на андроидах и 256 гигов накопителя, надо заплатить около 125 тысяч рублей. Экран 6,7 AMOLED Super Retina XDR 2796 на 1290 120 Гц. Корпус титановый в черном, белом, синем и натуральном титане. Аккумулятор 4441 мАч. Производительность 3-нанометровый Apple A17 Pro. Камеры. Основная 48 мегапикселей, оптическая стабилизация, оптический зум, сверхширик 12 мегапикселей, телевик 2х 12 мегапикселей, телевик 5х 12 мегапикселей, фронтальная 12 мегапикселей, видео 4К 60 кадров в секунду. Из минусов можно отметить цену и нет блока питания в коробке. На этом наш обзор подошел к концу. Ставьте большие пальцы вверх, если вам понравилось видео, и до новых встреч на канале Неэксперт.